Давайте немножечко приоткроем ящик Пандоры. Поговорим о дичании, так сказать. Да, я вот читаю комментарии, там вечно недовольные, почему я не живу в отелях, почему я как бомж ночую хрен знает где. Люди фукают, когда узнают, что я там что-то, что мне понравилось в мусорке находить еду. Вот, давайте по этому поводу. Смотрите, мне кажется, первая степень дичания это то, что я уже решился на этот поход. Я вышел из зоны комфорта и решился в этот поход до Парижа на полгода примерно, всего лишь с 1000 евро в кармане. Ну, нормальному человеку в нормальном состоянии такая мысль не придет, да, скажем так. Дальше хорошо бы, когда все идет по вышаку, когда все просто супер, ты творишь какие-то вещи, и ты творишь, мир тебе помогает. И называется все это высший пилотаж. Это когда вдруг посреди какой-то дороги останавливается машина, и по итогу ты проводишь почти в сутки в семье, где тебя кормят, поят, дают с собой в дорогу, стирают и так дальше. Да? Или когда рождественский пирог просто свеженький сваливается тебе на голову. Или вот так, как недавно было с этой порцией хорошей риса и мяса. Да, высший пилотаж. Но так бывает далеко не всегда. И деньги закончились у меня, да. И дальше начинаются другие степени дичания, да. То есть ты ищешь каритасы какие-нибудь, фонды, которые помогают. Но это не мой путь. Потому что каждый каритас работает в свое время, не везде они есть, где-то они закрыты, где-то они работают по каким-то часам, и выдавать пищу тебе всегда не смогут, когда ты туда придешь, а подстраиваться под каждый не мой путь. Можно воровать. Здесь легко воровать, в принципе, как я в своей жизни знаю, если бы я встал на этот путь, мне не надо было бы больше делать ничего, можно было только воровать, например, да. Ну, может быть, до поры до времени, но, по крайней мере, это канало бы какое-то время, да. Вот, но это не мой путь, Дальше заходить просто в кафе, не воровать, а просто заходить в кафе, в магазины и спрашивать, объяснять ситуацию и спрашивать. Этот путь рабочий вполне, да. Я так часто делаю, но, как правило, кормят не от пуза в этих случаях, а и тем, что дадут, приходится довольствоваться. И далеко не всегда это происходит. Давайте будем честны. Далеко не всегда тебе прилетают пироги с неба, далеко не всегда тебя кормят в каких-нибудь кафешках, куда ты заходишь. Это в лучшем случае раз из 3, например, из 2 из 3 у меня, по крайней мере. Я считаю, это высший пилотаж на самом деле. Ну окей, пошли дальше. Дальше по пути встречаются мусорки. Да, можно чем я отличаюсь от бомжа, например, да, тем, что бомж привязан к какому-то месту, бомжу ничего не надо, ему надо удовлетворить свои жизненные какие-то потребности, сон, еда, туалет, там, и так далее. И то он их не все как правило, осуществляет, потому что, ну, например, с мытьем у бомжей плохо. У меня тоже не шибко хорошо сейчас, я сейчас моюсь не часто, влажные салфетки все-таки супер. Да, но как бы я не сижу на месте, да, и мне не резон лазить по мусоркам, найти какой-то свой ареал обитания и так дальше. Я все это делаю по пути. Иду, попалась мусорка, почему бы в нее не заглянуть? Да, если есть еда какая-то, я этого не делаю вообще, да. И дальше идут другие степени дичания. Это, например, если человек оказался где-то в экстремальной ситуации на горе, Эвересте, будет ли он пить мочу, чтобы не умереть от жажды? Или будет ли он есть человечину где-нибудь в Сибири, если он окажется на грани смерти голодной, да? И я не знаю насчет мочи, но человечину, я не знаю, говорят, она вкусная.
но мне кажется, я не стал бы убивать человека ради того, чтобы есть человечину, потому что вот на данный момент, как мне кажется, мне просто это не пошло бы. Пользы от этого мне бы не было никакой. То есть я от этого свою жизнь бы никак не спас, а только, скажем, не знаю, как мне кажется, ухудшил свою карму. Вот. Но такой вопрос может стать перед каждым. И когда мне отвечают какие-нибудь убежденные веганы, что на грани жизни и смерти она не стала есть мясо, я не говорю про человечину, а какое-нибудь мясо, куропатки, не знаю, курицы, просто кусок сосиски, который тебе предложил кто-то, да. И когда человек отказывает, когда человек убежденный веган говорит, что нет, он не стал бы, я, например, не верю. То есть в таких ситуациях выхода из зоны комфорта человек любой, мне кажется, очень быстро дичает. Поэтому вот так. Если я вас разочаровал, простите, пожалуйста. Но у вас всегда есть возможность помочь мне, если вы хотите, чтобы я ночевал в отелях, чтобы я ел хорошую еду и чтобы не употреблял еду из мусора и никого ни о чем не просил. Окей, там внизу ссылка. Задонатили, я ночую в отелях, я кушаю хорошую еду. Где-то примерно из расчета 50 евро в день в среднем. Окей?